Добрый день! Сегодня я сделаю обзорное видео о постройке аппарата для оцифровывания книг. Вот так он выглядит сейчас. Но до перестройки он уже перестраивался. Вот эта часть, где прижимное стекло и где-то сейчас домкрат стоят, она выглядела несколько по-иному, а именно вот так вот. То есть колыбель у нас была под 120 градусов. Сейчас мы можем оцифровывать книги только под углом 180 градусов. Почему мы перешли с такого на прямое расположение? Потому что, во-первых, для такого устройства нам надо два фотоаппарата. Вот один под 90 градусов так смотрит, другой под 90 так. То есть каждый фотоаппарат фотографирует одну страницу. Здесь же мы можем фотографировать одним фотоаппаратом сразу разворот. Да, вот здесь вот у нас было прижимное стекло, оно органическое. Сейчас здесь у нас стоит обычное 3-миллиметровка или 4, я забыл. Здесь у нас, по-моему, 2 стоит. 2, и было оно склеено. Вот здесь вот. Если текст уходит в переплет, то вот эти 2 миллиметра стекла, они закрывают сам текст с каждой стороны. То есть это тоже был один из минусов, почему мы перешли вот на такое расположение. Так, значит, что мы здесь имеем? Каркас у нас сделан из алюминиевой трубы квадрата 30. Высота ровно метр. Длина у нас... Хотели тоже метр, но получилось 1,60 м. И в глубину у нас 560. По 4 сантиметра с каждой стороны. Мешаются, и поэтому на стол полностью не входит. Соединены уголками со всех сторон. Внутри тоже. Уголки обычные. В общем, с каркасом все ясно. Значит, линейные направляющие у нас цилиндрические. Диаметр 16 миллиметров. Подшипники по 52 штуки стоят вместе. С каждой стороны их всего 3. Рамка сделана из трубы квадрата стальной 20-ки. Сварена по краям здесь. И все вот держится на винтах. За счет чего оно поднимается? За счет блока второго, и на груз идет. Каждый груз у нас получился по грамм 800. 4 штуки. 4 штуки. Плюс еще добавляли вот грузы. Не хватило. Когда стекло поменяли с этого, с пластикового, это стало тяжелее. Самое интересное — колыбель. Ну вот это полностью опущено у нас. И это полностью поднято практически 30 сантиметров. То есть мы можем оцифровывать книги до 30 сантиметров в высоту. Вот, например, данная книга 23 сантиметра. Сколько там листов? Ну вот в ней 1700 листов. Свет. Свет у нас светодиодные лампы на 30 Вт каждая. Слева и справа. Такие же одинаковые. Угол. Не отражается ничего в объективе. Вот эта веревочка, это у нас ограничитель. То есть если нам надо будет поднять выше, то я ее здесь натягиваю. Ограничитель получается выше еще. Или ниже, если надо будет. Тут что за конструкция? Держатель под штативную головку, на которой закреплен фотоаппарат. Фотоаппарат лучше использовать мегапикселей 50, чтобы качество картинки было наиболее четкое. Размер стекла 380 на 520. Производительность на нем за час 500 листов, если не в хорошем состоянии, и спокойно делать. Ну что, надо смотреть, как она в деле. На нее был сшит вот чехол черного цвета, чтобы свет сверху не попадал на край. Вот сюда он попадает, бывает. Вот поэтому был сшит такой чехол. Домкрат на 2 тонны.
закреплены все на тех же квадратах алюминиевых. И на них прикреплена доска. И вся конструкция выкрашена в черный цвет матовый, чтобы не отражалось ничего. Ну вот как это примерно выглядит. Вот эта книга, которая была почти уже конец самый. 1500 страница. Кстати, как мы фотографируем? Здесь кнопка, которая подключена к фотоаппарату, к выходу. Ну вот, и где-то у нас тут кадр. Все, поехали. Одной рукой, конечно, нехорошо показывать. Очень неудобно. Ну и так далее. В общем, хорошая производительность. Цена всего этого дела примерно в 10 можно уложиться. Домкраты по 1000 рублей. Все вот эти вот механические части 1006. Каркас 1002, наверное. Вот штативная головка тоже 1002 была бы вот эта. Фотоаппарат, понятно, что не дешевая штука. Все, и лампочки рублей по 800. Остальное в расчет не берем. Ну, 1015. Тут вот тоже сделали такую штуку, чтобы не отражалось ничего. Вот, накрылось. Ну вот все.